Здравствуйте, дорогие друзья! Недавно в моей голове возникла интересная мысль. А что если взять виртуальную машину с Windows 98 и попробовать ее взломать? То есть попробовать взаимодействовать с ней с помощью другой виртуальной машины. Допустим, это будет Kali Linux. Спойлер, Kali Linux просто прекрасно подходит для этого, поэтому если вы хотите экспериментировать, взламывать пробные такие вот виртуальные машины, вам прекрасно подходит для этого Kali. Естественно, все, что я делаю сейчас, происходит в лабораторных условиях. То есть мы имеем специальные виртуальные машины. И ни в коем случае не делайте это на реальном железе. Я вам просто это вот говорю и советую. То есть такая вот отмазка. Поэтому смотрите, есть у нас Windows 98, все на нем работает. И знаете, спустя много лет, когда я взаимодействую с машинкой на Windows 98 или Windows XP или Windows 2000, мне просто нравится, насколько все шустро здесь работает в принципе. Несмотря на то, что технологии сильно шагнули вперед, до сих пор очень многое с тех лет актуально и очень даже хорошо работает. Не гонитесь за самым последним, а пробуйте и старые технологии в том числе. Довольно много интересного было изобретено, и поэтому ничего плохого нет, потому что попробовать старые операционные системы, зачастую какие-то вещи они даже выполняют быстрее, чем современные. Скажем, до сих пор сюда можно поставить какой-нибудь Word и использовать его для набора текста. То есть, смотрите, есть всякие разные программки, приложухи, все есть, все работает, и прям классно. Не будем много об этом говорить. Давайте попробуем реально просканировать эту машинку и взломать. Чтобы нам ее просканировать, нам нужно знать ее IP-адрес. Правильно? Правильно. В Windows 98 мы набираем не IP-конфиг, не if-конфиг, а набираем win-ip-cfg. Вот. Как только мы наберем, мы увидим IP-адрес. win-ip-cfg. Смотрим. Итак, видим 192, 168, 235, 162. Все. Это все, что нам нужно знать. Видите, такие вот утилиты, даже забыл, что в винде раньше вот было, можно было смотреть IP-адрес с помощью GUI интерфейса. Потом это все стало в виде IP-конфиг, да? Поэтому, что нам нужно сделать? Давайте запустим сервер, какой-нибудь простенький сервер, чтобы нам было, скажем, легче сканировать на уязвимости. Чем больше портов открыто, следовательно, тем больше возможностей для взлома. Поэтому давайте запустим веб-сервер на 80-м порту. Вот он такой. Если помните, раньше, в начале нулевых, можно было с помощью него, скажем, закачать кучу файлов сюда, потом с другой машинки это все открывать и скачивать эти файлы или закачивать файлы. То есть очень удобно было. Вот прямо показывается на IP-шник, написан порт. Кстати, порт можно поменять, если что. Поэтому таким образом это все работает. Теперь открываем машинку с Kali Linux, которая у нас уже запущена и подготовлена. Вот у нас Kali. И давайте сначала попробуем просканировать этот порт. Давайте для начала сделаем пинг этого адреса. Набираем пинг 192, 168, 162. Да, вот здесь. И пошло. Видим, что у нас здесь, значит, все проходит, значит, все хорошо. Ctrl-C отменяем. Итак, у нас все работает, и этот IP мы реально видим. Стираем сообщение. И давайте что попробуем дальше? Давайте попробуем просканировать порты, в принципе, какие у нас есть. Это позволяет нам таким образом понять, что открыто, что закрыто. Ну, то есть, в принципе, с чем мы можем взаимодействовать. Ctrl-Shift-V. И, собственно говоря, вставляем эту виртуальную машину. Ребят, не забывайте, что для того, чтобы все нормально работало, нам очень важно, чтобы у нас был input, вернее, тут что не input, а интеграция включена была, shared clipboard, вот. Должно быть bidirectional. То есть, таким образом, буфер обмена между хостом и гестом производится. Выставляйте эту опцию сразу, для того, чтобы удобнее было копировать туда-сюда. Потому что копировать, скорее всего, придется очень много заметок. Кстати говоря, все заметки будут в описании этого видео. Точнее, там ссылочка на телеграм-канал, который можете открыть и посмотреть, и увидеть все эти команды и всю инструкцию. То есть, вот таким образом. Так, запускается Nmap, и смотрим, какие порты у нас открыты. Итак, что мы здесь видим? Открыто у нас два порта, 80 и 139. Значит, 139 это NetBIOS, по нему тоже можно пройтись и, в принципе, найти какие-то уязвимости. И 80 это TCP, то есть порт с веб-сервером наш. Вот. У нас здесь HFS 2.3. И важная вещь про HFS 2.3, то что в нем есть конкретная уязвимость. Можно найти ее вот по этому адресу. И смотрите, в чем заключается уязвимость. В том, что если наберем HTTP localhost 80, ну это понятно стандартно, а потом сделаем search и exec cmd, допустим, да, то есть какую-то команду конкретно, то мы сможем удаленно запустить определенную инструкцию на нашей удаленной машине. То есть это вообще сильная, огромная уязвимость. И что интересно, эта уязвимость есть не только в Windows 98, но также
также 2008, Windows 8 и 7, может быть даже 10 и 11. Так что, видите, иногда уязвимости вот такие серьезные позволяют нам делать очень неприятные вещи на удаленной машине. Причем, смотрите, в чем прикол. В том, что когда она запускается, вот this vulnerability will run the payload multiple times. То есть, если мы дадим команду один раз, то на самом деле там откроется 4, по-моему, раза. Вот я так запускал блокнот, мы сейчас тоже это сделаем, и запускается на 4 раза. И снова в Kali смотрим, что можем сделать. Да? То есть мы видим некоторую подсказку. Значит, мы можем использовать либо 80-й порт, либо 139-й. Мы будем использовать, конечно же, 80-й. А давайте еще просканируем. Во-первых, можно посмотреть заголовки снова, чтобы понять, что там, какой сервер запущен на этом конкретном IP-адресе. И видим, что у нас здесь есть. HFS 2.3. То есть уже нас должно навеивать на мысли, что можно использовать эту уязвимость. Но прежде чем ее использовать, можешь еще просканировать на какие-то другие конкретные уязвимости. Скажем, допустим, вот по этой команде nmap. И используя специальный скрипт HTTP Vulnerabilities, можно просканировать снова наш IP-адрес и узнать, какие еще там есть уязвимости. Давайте это, собственно говоря, и сделаем. Так, запускаем. Итак, что мы видим? Значит, здесь у нас есть 2011 года уязвимость CVE 2011-3192, вот она здесь. Вот, и, собственно говоря, она здесь описана. Но в чем заключается фишка? А в том, что это описание Apache уязвимости, а у нас все-таки HFS, то есть это, скорее всего, к нам неприменимо, поэтому будем использовать нашу уязвимость, которую я сказал, в HFS 2.3. То есть, окей, это не подходит, но тем не менее, видите, некоторые зацепки можно понять, просто просканировав по определенным критериям. Вот, Nmap тоже позволяет нам сканировать на уязвимости, в том числе, как и Metasploit, который сейчас мы будем использовать. Смотрите, мы будем использовать Metasploit для того, чтобы подключиться к нашему удаленному серверу, то есть использовать этот эксплойт. Metasploit – эта утилита входит в состав Kali Linux, поэтому, естественно, мы ее запускаем, и, собственно говоря, все должно работать. Кстати говоря, ребят, не забывайте запустить, конечно же, sudo apt-get update и sudo apt-get upgrade после установки Kali Linux, потому что нужно обновить, естественно, все пакеты до последних версий, а то мало ли что, на всякий случай. Вот. Metasploit запущен, он ожидает от нас определенной команды. Значит, вот какие у нас будут команды. Первое. Мы говорим, какой эксплойт будем использовать. Этот эксплойт Regetta HFS exec. Мы его будем использовать. Поставилось. Дальше идем. rhost, значит, удаленный хост, у нас вот это вот будет 192, 168, 235, 162. Давайте проверим. Да, вот он здесь. Кстати говоря, видите, все команды, которые запускались на сервере, вот они здесь видны. Можно видеть, что был пост-запрос на логин. Прошлая утилита использовала эти запросы, да, вот, и все мы здесь увидели их. Так, ставим rhost. Потом ставим дальше порт, 80-й порт. Мы точно знаем, что у нас веб-сервер находится там. Естественно, если что, меняем. Потом payload, shell reverse TCP. Payload для того, чтобы получить реверс доступ к нашему устройству. Поставили. Потом ставим IP-адрес нашего, значит, Kali Linux виртуалки. Вот он такой вот, lhost. Откуда у нас идет атака. Поставили, и здесь порт 4444. И теперь делаем exploit. И смотрите, давайте будем смотреть одновременно, что происходит у нас на машинке с Windows 98. То есть тут должны пойти сразу запросы, так как мы будем это непосредственно производить. Поехали. Sending a malicious request to. Вот видите, он уже пытается requested search, какой-то, значит, payload отправил он сюда, значит, какой-то request отправляет. Exploit may require manual cleanup of temp. Видите, он, значит, что он пытался сделать? Он пытался запустить VBS скрипт на удаленной машинке. У него это не получилось. Видите, exploit completed, but no session was created. То есть идея заключается в том, что создается сессия определенная, и с помощью этой сессии как бы мы имеем доступ к нашей машинке. То есть вот мы смогли зайти, то есть все прошло, но как бы до конца оно как бы что-то пыталось запустить, чтобы нам вернуть доступ, да, но при этом до конца не сработал. Смотрите, почему не сработал эксплойт. Потому что возможность запуска VBS скриптов не установлена на вот этой вот виртуальной машинке. И поэтому ничего не произошло такого деструктивного. Если бы это все было поставлено здесь, то все бы произошло, и мы получили бы полный как бы терминальный доступ к нашей машинке. Но не случилось, ничего страшного. У нас есть другой способ доступа. Можем что сделать? Правильно, можем запустить Notepad с помощью браузера, то есть буквально, зная наш IP-адрес, можем запустить его. Открываем наш браузер, Firefox. Во-первых, можно зайти на саму машинку. Вот мы видим, что у нас никаких файлов нету, то есть, но сервер работает, и при этом можно залогиниться и даже что-то закачать здесь сюда. Тем не менее, мы берем, вот что вводим сюда, Notepad.exe. И смотрите, чтобы проверить, что все отработало, вот откроем здесь вторым окном. Запускаем и смотрим. Опа, что произошло? Открылся блокнот, причем, видите, 3 раза. 3
окна блокнота открылось. И все это с помощью этой команды, вернее даже 4, видите, 4 окна. Давайте попробуем запустить Command.com вместо ноутпэда и посмотрим, получится ли это. Итак, меняем, запускаем здесь. И, пожалуйста, Command.com запустился. Видите, 4 сеанса MS-DOS открылось. Ну, то есть такая вот интересная уязвимость, которая позволяет нам запускать удаленный код. Друзья, вот такая вот интересная уязвимость. Так можно эксплуатировать старые операционные системы и внедряться в них. Естественно, это простой пример запуска каких-то удаленных приложений. И то, которое находится у нас в системе. Естественно, лучше всего иметь возможность делать reverse shell. Так вот, в следующих видео мы это как раз таки и разберем. Возможно, с Windows 98, а может быть какие-то более интересные новые системы. Ну, просто для любопытства. Надеюсь, что вам было это все интересно. Пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь. Если прям очень интересно вам это все дело, можете также задонатить на Boosty. Ссылочка есть в описании. Спасибо за просмотр и пока!